Всех приветствую в этом видео. Мы продолжаем рубрику «Эволюция Swift». И с этого видео мы начнем рассматривать, что нового появилось в Swift версии 5.5. Релиз Swift 5.5 состоялся 20 сентября 2021 года. И в эту версию Swift было много что добавлено, и мы постепенно в нескольких видео будем рассматривать эти новшества. В этом видео мы поговорим о том, что было расширено использование вычисляемых свойств, доступных только для чтения, для поддержки таких ключевых слов, как async и throws. Такие ключевые слова, как async и await, были добавлены в Swift 5.5, и теперь мы можем использовать эти ключевые слова в вычисляемых свойствах. И также в вычисляемых свойствах была расширена поддержка ключевого слова throws. То есть мы можем создать вычисляемое свойство наподобие функции, которая генерирует ошибку. Ну, давайте, чтобы это продемонстрировать, мы создадим структуру bundle file, который будет пытаться прочитать содержимое из файла, который хранится в пакете нашего проекта. Давайте мы эту структуру создадим. Вот так эта структура выглядит. Bundle file. Здесь мы указываем название файла. И вот здесь как раз вот вычисляемое свойство, о котором мы как раз и говорим. Вычисляемое свойство доступно только для чтения, поэтому мы здесь указываем только getter. Так как мы указываем здесь ключевые слова async и throws, то, понятное дело, нам нужно явно указывать, что мы работаем в getter, потому что если бы мы не указывали здесь async и throws, то, в принципе, всю работу, которую мы делаем в вычисляемом свойстве, можно было явно не указывать именно getter. Getter мы же указываем явно только тогда, когда, вот, допустим, в данном случае, если мы указываем async и throws, или тогда, когда мы добавляем к вычисляемому свойству stater. Смотрите, конечно, такое ключевое слово, как async, можно использовать независимо от throws, и наоборот, можно также использовать throws к вычисляемым свойствам без async, а можно их одновременно использовать async и throws. Сначала мы указываем тогда async, а потом уже throws. То есть таким образом мы говорим, что вычисляемое свойство у нас будет асинхронное, то есть может перейти в режим ожидания на какое-то время, или может сгенерировать ошибку. В данном случае мы здесь указываем две ошибки. Да? Допустим, мы пытаемся прочитать содержимое файла, но по какой-то причине, может быть, этого файла нету, да, в пакете ресурсов нашего проекта, или, может быть, названия нету, то есть он не может найти этот файл. Либо файл есть, но происходит ошибка, что файл нечитаемый, да, то есть невозможно прочитать содержимое файла. Либо если файл слишком большой и нужно время, чтобы его прочитать, то, понятное дело, тогда мы указываем для этого async, потому что тогда это вычисляемое свойство может перейти в режим ожидания для того, чтобы прочитать все содержимое этого файла. И здесь, в принципе, показано, как мы работаем в этом вычисляемом свойстве. Сначала мы, понятное дело, с помощью bundle достаем URL вот таким вот образом, и потом в блоке doCatch содержимое по этому URL мы пытаемся преобразовать в string, указываем здесь ключевое слово try, потому что здесь может произойти ошибка, о которой мы чуть выше говорили, да, что, может быть, файл невозможно будет прочитать. Здесь же мы выбрасываем ошибку, допустим, если файла у нас не существует. Давайте протестируем это в нашей структуре ContentView. Для начала мы создадим метод, который позволяет нам прочитать содержимое этого файла и будет выводить информацию в консоль. Пускай это будет у нас метод print high-scores, то есть, допустим, у нас файл будет называться high-scores, и там у нас будет храниться счет игроков. И таким же образом мы уже используем нашу структуру, заметьте, bundle file, мы указываем название файла. Если файл существует, то мы здесь, вот, конечно, этот файл мы создаем, да, вот с этим типом. И потом, чтобы вывести информацию с этого файла в консоль, что мы делаем? Мы используем ключевое слово try, await, и с помощью глобальной функции print выводим содержимое нашего файла, да, contents, в консоль, да, с помощью принта. Давайте это протестируем, но сначала давайте здесь мы создадим кнопочку, которая будет вызывать наш метод. Кнопочка будет у нас выглядеть вот таким вот образом. Всю работу мы делаем внутри task, а мы пытаемся вызвать наш метод print high-scores. Опять-таки мы помечаем его try-await, потому что, как здесь видите, наше вычисляемое свойство, оно у нас асинхронное и генерирующее ошибку. Поэтому, так как мы вызываем это вычисляемое свойство внутри вот этого метода, то и сам метод мы таким же образом помечаем, как асинхронно и генерирующее ошибку. Потом, так как мы вызываем этот метод внутри кнопочки, то мы делаем это в блоке doCatch. Таким образом, мы вероятность вот этой вот ошибки, которая может сгенерироваться, и асинхронность вызова этой функции, так сказать, в блоке doCatch мы обрабатываем. Понятное дело, мы это делаем с помощью try и с помощью ключевого слова await. Про async и await будет отдельное видео, чуть позже я запишу это видео, про то, что они делают и
как с ними работать. Смотрите, если файл отсутствует, то мы таким образом выведем в консоль, что файл отсутствует, да, чтобы мы знали, что файла нету. Если файл нечитаемый, будет выводиться в консоль, что ошибка при чтении файла. Но обратите внимание, так как у нас нету файла под названием HighScores, то у нас будет выходить вот эта вот ошибка, файл отсутствует. Давайте мы запустим наш симулятор и проверим. Нажимаем на нашу кнопочку. Обратите внимание, вот она выходит, наша ошибка, файл отсутствует, потому что этого файла в проекте не существует. Но давайте все-таки добавим в наш проект этот файл и после этого затестим наше вычисляемое свойство contents. Давайте мы создадим файл. Вот этот текстовый файл мы создадим. Назовем его HighScores. Так. Давайте преобразуем его в другое расширение. Тексты, например. Вот это все дело берем. И где-нибудь здесь вот добавим счет игроков. Да? Допустим, у нас здесь будет несколько значений таким вот образом. Вот, для теста этого сойдет. Так. Теперь наш файл существует. Теперь мы должны проверить работу нашей функции. И вот здесь вот, когда мы нажимаем нашу кнопочку Run Test, мы должны вывести вот здесь вот с помощью вот этого метода содержимое вот этого файла в консоль. Давайте проверим. Так, знаете, что я забыл сделать? Здесь вот я забыл указать расширение. Проверим еще раз. Вот наш счет. Таким образом, вычисляемое свойство работает. Мы таким образом здесь вот узнаем путь к этому файлу. И в этом блоке doCatch мы преобразуем содержимое файла в значение типа string. И с помощью метода printHighScore мы, видите, вводим содержимое файла в консоль. То есть все у нас прекрасно работает. Как видим, теперь со Swift 5.5 вычисляемое свойство, вот здесь вот вычисляемое свойство contents, теперь уже поддерживает такие ключевые слова, как async и throws. То есть теперь она может быть так же, как и функция или метода, асинхронная и генерирующая ошибку. Возьмите это на заметку, может быть, когда-нибудь где-то вам это пригодится. И в следующих видео мы продолжим и узнаем, что еще нового появилось в Swift 5.5. И также вы более подробно узнаете про async и await. Увидимся в следующем видео. До скорого.